Дорогие друзья, вас приветствует канал «Домашняя кухня». Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим вкуснейшее блюдо. Это блюдо может быть и на постном столе, и на обычном. А называется оно вареники с картошкой, грибами и луком. Вкуснотища, правда? Давайте приступим. Что нам для этого понадобится? Здесь у меня 6 картофелин, 2 лука, зелень лука и укропа, вешенки, грибы. Мне они как-то больше напоминают вкус лесных грибов, поэтому выбор мой пал на них. Дальше растительное масло, 250 мл кипятка, пар еще идет, чайная ложка соли для теста, чайная ложка соли и небольшая, совсем, наверное, половина чайной ложки перца, это пойдет в грибы, и мука отвешена у меня 500 грамм. Давайте приступим. Сначала начнем наше приготовление с начинки. Вода в кастрюльке закипела, и мы в нее опускаем половину столовой ложки соли. Для того, чтобы картофель быстро приготовился, я его разрезала на 4 части и опускаем в кипящую воду. Ну, как картофель варить, вы все знаете, но это уже информация для совсем молоденьких хозяюшек. Картофель я положила в кастрюлю, дождусь закипания воды, и после того, как вода закипит, огонь убавлю и закрою крышкой картошку и буду варить ее 20-25 минут. Теперь нарежу вешенки. Как я режу вешенки? Мы же делаем начинку для вареников, поэтому вешенки мы с вами будем резать очень мелко. Просто берем, отделяем каждый грибочек и нарезаем его сначала на полосочки, а потом кубиками. Все меленько. Вот так. Вешенки очень пахнут лесом, поэтому, когда представился выбор между шампиньонами и вешенками, выбрала вешенки, не задумываясь. Вот такими меленькими кусочками я нарезала вешенки, и теперь нарежем лук. Разрежем луковицу пополам. Нарежем на продольные долечки. И теперь нарежем кубиками. Меленько-меленько. Не забываем, что это начинка, поэтому нам крупные кусочки не нужны. Все меленько режем, и грибы, и лук. Вот так. Когда будем обжаривать грибы с луком, немножко лука нам нужно оставить для того, чтобы обжарить его на масле и полить вареники, готовые уже, чтобы они не слипались. Теперь тоже мелко нарежем лук и укроп. Для удобства на части порежем длинный лук. Соберем все в такую кучку. Еще раз пополам и порежем. Вот такими мелкими кусочками. Запах какой сразу пошел, боже мой. Запах вкусного весеннего салата.
с укропом, зеленым лучком и редисочкой. Итак, отправляем на сковороду сначала лук, обжарим его до золотистой корочки, потом грибы, а потом уже посолим и поперчим. Сковороду я поставила на огонь и вливаю в нее растительное масло, так, чтобы покрыть сковороду. Будет достаточно. Теперь отправляем на нее наш лук. Помешаем. Лук жарим, помешивая, чтобы он не пригорел и быстро стал золотистым. Друзья, вот теперь, когда лук стал прозрачным и стал золотиться, опускаем в него грибы. Все перемешиваем. Грибы перемешали, теперь содержимое нашей пиалки запустим в сковородку. Перемешаем. Перца немного. Учитывайте то, что у нас еще будет отварной картофель. Друзья, грибы обжарились. Теперь добавляем нарезанный укроп и зеленый лук. Размешаем. Боже, какой аромат! Непередаваемый. Разровняли начинку по сковороде. Оставляем ее в сковороде вместе с маслом, потому что нам это масло необходимо, чтобы добавить картофель. Выключаем огонь и накрываем сковородку крышкой. Теперь займемся картошкой. Картофель мы помнем. Вот у меня картофель мелко. Картофель я помяла, и теперь в него добавим со сковороды еще горячие грибы. Удобно делать это силиконовой лопаткой, тогда все со сковороды хорошо собирается. Ложкой размешаем начинку. Теперь попробую ее. Нужно ли добавить сюда соль? Ой, друзья, какая же она вкусная. Это вполне себе может быть отдельное блюдо. Добавить сюда к нему еще салатик из свежих овощей. И прекрасный обед. Замечательный просто. Очень вкусно. Ну что, оставляем начинку остывать. И теперь займемся тестом. 250 мл воды. Добавим чайную ложку соли. Размешаем. В большую емкость всыпем муку. У нас 500 грамм, но не всю, а так примерно грамм 400. Будем постепенно вливать наш кипяток и размешивать ложкой. Замешиваем заварное тесто.
Так, оно у нас замешивается. Пока такими галушками. Теперь освободимся от ложки. И будем замешивать с руками. Уже температура теста позволяет это сделать. Замешиваем крутое тесто. Получается, вот этой частью как бы вдавливаем в кусок теста. Видите, у нас уже практически в миске ничего не осталось. В тесто все хорошо вмешалось. Друзья, вот замесила пока вот такой кусочек теста. Он у нас еще не совсем однородный. Теперь мы его завернем в пленку и на час оставим отлежаться, чтобы у него выработалась клейковина. Когда вырабатывается клейковина, тогда тесто становится однородным. И вот эта мука, которая у нас осталась, она нам понадобится. После того, как тесто отдохнет часик, мы в ней еще тесто второй раз вымесим хорошенько. Друзья, вот смотрите, наше тесто отлежалось. Вот оно таким стало мягким, податливым. Помните, какое оно было неоднородное? Сейчас вот уже, смотрите, совсем другая структура. Вот. Теперь нам его нужно раскатать, вырезать из него вот такой формочкой у меня. Она диаметром 8,5 сантиметров. Вы можете вырезать стаканом, если нет такой вырезки. Можно банкой, чем угодно. Вот. Чем приспособитесь. Кружкой можно. Значит, сейчас у нас же осталась мука. Вот она. Сейчас мы часть этой муки высыпем на стол и раскатаем тесто. Весь кусок мы не будем раскатывать, мы его пополам разрежем. Одну часть оставим в пакете, а вторую раскатаем. Так будет легче. Разрезаем пополам.
И убираем в пакет вторую часть, пока она нам не нужна. А эту часть раскатаем. Лишнюю муку уберем, чтобы она нам не мешала. У нас достаточно муки. Тесто мы будем раскатывать не сильно тоненькое. Где-то миллиметра 2 толщина теста у нас должна быть. Раскатываем от середины к краям. Но помните, что не сильно тонко. Не обязательно делать ровный круг, просто раскатать. Тесто мы раскатали. Так, еще повернем его, чуть-чуть присыпем мукой и вырежем вот такие кружочки. Это тесто, которое осталось, добавляем к основному в пакетик, складываем, чтобы оно не заветрилось, и убираем. И вот с одного кусочка у нас сразу получилось 14 вареничков. Как их лепить? Очень просто. Кружочки теста положим все в одно место и накроем целлофаном, чтобы они не заветрились. Для этого можно использовать обычные целлофановые пакетики. Итак, берем кружочек теста, берем начинку, кому как удобно, мне удобно вилочкой. Накладываем начинку и защипываем края. Прошлись второй раз, еще раз. И теперь делаем вот такой фокус-покус. Вот с такой фигурной косичкой уже есть гарантия того, что варенички не развалятся. Следующий вареник. Накладываем начинку, немножечко края оттянем и защипаем. Начинка не должна попадать в шов вареников. Проверили везде. И теперь берем, делаем фигурные защипы. Такую косичку плетем.
Вот такой вареничек получился. Так, друзья, закипела вода в кастрюле. Добавляем пол столовой ложки соли. И по одному опускаем вареники. Вареники необходимо помешать, чтобы они не пристали ко дну. После того, как вода закипит и вареники всплывут, через минутку мы их достанем из воды, потому что начинка у нас в серединке вареника готова. Нам нужно отварить немного теста. Ну что, вареники сварились, достаем. Друзья, на той же самой сковородке, где у нас жарились грибы, я обжарила лучок для того, чтобы полить вареники. Вот этого будет достаточно. Сковородку я выключаю. И теперь польем вареники. Друзья, вареники готовы. Вот такие они красивые получились. После вареников с творогом это, пожалуй, самые мои любимые вареники. С картошкой, с грибами и луком. Кроме того, грибы вешенка, они очень полезные в том плане, что в них содержатся статины. А статины препятствуют образованию холестерина в нашем организме. Поэтому это не только очень вкусное блюдо, но и очень полезное. Друзья, я приглашаю подписаться всех на мой канал, кому интересно то, что я делаю. Ставьте лайки, кликайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. До скорых встреч и пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!